Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Нажимайте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться». В наших видео есть много интересного и полезного. Тема сегодняшнего видео – почему наличие плана лучше, чем его отсутствие. Как всегда, по традиции, этот вопрос мы раскроем сквозь призму колеса жизненного баланса. И начнем мы с двух основных принципов. Если есть план, это хорошо или плохо? Если вы реализуете все в своей жизни через принцип «я сам» или «я сама», скорее всего, вам план не нужен, вы привыкли действовать по обстановке, спонтанно, и, скорее всего, вы из 10 возможных реализованных планов реализуете 1-2, потому что вы действуете спонтанно, без должной подготовки, без использования тех ресурсов, которые у вас есть, и сам принцип «я сама» преследует только одну цель. И цель – это состояние 0,4, идти к своему счастью, к наслаждению жизнью через многочисленные свои личные мучения, страдания, истязания. Такая миссия состояния 0,4. У большинства людей оно присутствует, поэтому если кто-то из ваших друзей и знакомых исповедует принцип «я сама все сделаю, я сам все сделаю», скорее всего, они никогда не пробовали что-то делать совместно, никогда не пробовали пользоваться помощью своих друзей, единомышленников и коллег. Это все от недостатка опыта. Это значит, что у них не прокачана сфера личностный рост. Те, кто уже изучает колесо жизненного баланса продолжительное время или, допустим, практикует его уже более года, тот прекрасно понимает, что свой собственный план позволяет вам привлекать к достижению своих целей своих единомышленников, друзей и знакомых, потому что они знают, в каком месте могут быть для вас полезны, сколько это времени займет и какой результат труда вы от него ожидаете, как вы будете человека благодарить или не благодарить. Все это есть в вашем плане. Поэтому я склоняюсь к тому, что наличие плана для вашего состояния 4-8 – это необходимая посильная помощь, а для состояния 8-10 вы имеете возможность реализовывать свои планы, используя помощь друзей-единомышленников по всему миру, потому что друзья в состоянии 8-10 не обязательно проживают даже в той стране, где вы находитесь. Это могут быть друзья, знакомые, которые живут за пределами вашей страны, но при этом они сохранили с вами хорошую, тонкую душевную связь, то есть у вас хорошо прокачана сфера духовного роста и творчества, и они всегда, осознавая вашу ценность в их жизни, всегда постараются оказать вам любую посильную или непосильную помощь, потому что они четко знают ваши планы, и они знают, что реализация этих планов для вас является очень важным. Следующий аргумент в пользу наличия плана – это расставление приоритетов. То есть, если у вас есть хоть какие-то планы нарисованные, какие-то плохо, неясно озвучены, они дают вам возможность выбрать приоритет. В этом месяце приоритет, допустим, на сферу здоровья и спорт. Соответственно, все планы в сфере здоровья и спорта, они должны быть сдвинуты с места. Наличие планов позволяет вам, это уже третий аргумент, не зависать в своих эмоциональных переживаниях, потому что когда у нас что-то не получается, мы, делая из 10 задач, допустим, 3 у нас что-то не получилось, мы расстраиваемся. Люди в состоянии 4-8 реально понимают, что вот так совпало, что 3 задачи, они вот не несли такого положительного, легкого старта, зато 7 других задач принесут вам положительные эмоции, какую-то глубокую мотивацию. Вы будете понимать, что 3 задачи, они несут отрицательный заряд, а 7 задач могут нести положительный заряд. Я в данном случае употребляю слово «могут». Люди в состоянии 4-8, они всегда найдут +1, +2 аргумента, чтобы выполнение вот этих 7 задач принесло вам как можно больше счастья при их исполнении, и вы будете пользоваться результатами
этих целей еще продолжительное время. Давайте еще раз пройдемся по каждой сфере и постараемся в этом видео еще раз концентрироваться на том, что когда у вас есть план, это всегда хорошо. Итак, в сфере яркость жизни у нас всегда есть планы на отдых. Планы на отдых гарантируют нам то, что мы будем не так близко подходить к сфере эмоционального выгорания. Это значит, что у нас будет необходимое количество ресурсов и времени для того, чтобы искать вдохновление, искать свое место, где мы очень быстро восстанавливаемся. То есть мы ищем более качественный заряд энергии, который дает нам возможность им долго пользоваться. В сфере духовный рост и творчества два аргумента, почему планы – это хорошо. Первый момент – это хобби никогда не остается в забвении, потому что хобби всегда это занятие любимым делом, а если мы занимаемся любимым делом, мы получаем совершенно другое качественное удовольствие от проделанной работы. 2 часа хобби нас могут вдохновить больше, допустим, чем двухнедельный отдых. И такое бывает. У кого-то, наоборот, двухнедельный отдых дает больше ощущения восполнения энергии, чем, допустим, хобби. А жизненные принципы, которые вы нашли, где был какой-то инсайт, оно позволяет вашим планам придавать более положительную именно мотивационную окраску. Вот это 2 аргумента за в сфере духовный рост и творчество. Следующая сфера – карьера и бизнес. В карьере и бизнес, поскольку вы работаете в коллективе, обязательно нужно иметь свой план, что вы ожидаете от коллег, какую помощь вы ожидаете. Коллеги обычно про вас не забывают и всегда просят сделать что-то, что будет не входить в рамки вашей профессиональной компетенции. Для людей состояние 0,4 – это такая вот профессиональная ловушка. Вы делаете на работе больше, чем входит в круг ваших должностных обязанностей. С одной стороны, вы приобретаете необходимый опыт, а с другой стороны, вы теряете из виду те приоритеты, которые вы лично поставили в своей служебной карьере и в своем профессиональном росте. Поэтому в планах должно быть отражено 2 момента. Какие достижения вы в карьере ставите в месяц. Можете ставить более длинный промежуток времени, допустим, полугодие или квартал. И когда вы будете достигать этих целей, вы заметите, что кроме рутины в вашей жизни уже присутствуют какие-то среднесрочные, долгосрочные достижения. И именно вот этот вот план всегда дает вам опыт работы над вашими долгосрочными достижениями, а краткосрочные достижения дают вам ощущение того, что вы можете что-то поставить как цель в своей жизни и ее достичь. Переходим к следующей сфере. Это сфера деньги. Здесь очень важно уметь просчитывать выполнение планов по использованию своих накопленных ресурсов. Сначала нужно просчитать на бумаге, понимать, каких результатов вы реально можете достигнув, вложив свои деньги, положив на депозит, либо вложив это в собственное дело. Можете рисковать маленькой суммой, большой суммой на бумаге. На практике лучше всегда использовать не более 1/3 вашей накопленной суммы, потому что если вы не имеете соответствующего опыта, вам лучше не рисковать всей суммой. Но в то же время, если вам будут предлагать участие в других проектах, это даст вам возможность больше погрузиться в реальность. И здесь ваше умение работать с чужими планами или работать по чужим планам дает вам необходимый практический навык. И это всегда вас будет ставить перед выбором, что лучше строить свои собственные планы или, учитывая ваши организаторские опыты, легко реализовывать чужие планы. У некоторых людей есть просто вот такой замечательный талант, они чужие планы реализовывают как свои, чувствуя там нюансы на кончиках пальцев. Это первые признаки состояния 8-10. Пожалуйста, не зарывайте свой талант в землю. Это обязательно вам вернется. Плавно переходим к следующей сфере. Это личностный рост. Почему здесь наличие плана лучше, чем его отсутствие? В обучении всегда есть соблазн очень много набраться теории,
потому что сейчас гораздо больше возможностей получить разнообразную информацию, связанную с познанием мира, то, что интересно, захватывающе, и то, что связано с вашим профессиональным ростом. Наличие плана всегда вам позволяет держать в фокусе баланс между профессиональным обучением и обучением, связанным с расширением своего кругозора. На первоначальном этапе, когда вы находитесь в возрасте до 30 лет, я вам рекомендую все-таки в фокусе держать свое профессиональное обучение. В период от 30 до 40 лет нужно рассмотреть возможности использования вашего профессионального опыта, где вы являетесь преподавателем, то есть делитесь какими-то своими наработанными навыками. Даже если вы просто прочитаете какую-то лекцию, это структурирует ваши знания. А если в ваших лекциях будет действительно какой-то прорыв, вы получите свое профессиональное призвание. Вот здесь вот мы преследуем две цели. И поскольку это цели достаточно сложный профессиональный доклад, я рекомендую все-таки это попробовать, но когда вы напишете план своей первой лекции, вы поймете, что ваша лекция будет насыщена именно практическими вашими знаниями, и это обязательно коллеги по достоинству ценят. Переходим к следующей сфере, это сфера здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорта, какие могут быть планы? А вот здесь вот самое главное, планы дают вам возможность подготовиться хорошо к соревнованиям, дают вам возможность, если у вас цикл соревнований распределен между годами, адаптироваться именно к тем условиям, которые есть в соревнованиях. Надеюсь, вы будете выезжать в другую страну, участвовать там в соревнованиях. С другой стороны, вы должны понимать, что к соревнованиям нужно готовиться, вводить специальный режим тренировки, и здесь ваш план будет совместим с планом, который составит вам тренер. Тренер, безусловно, не идеально может составить план. Пожалуйста, отнеситесь к этому снисходительно, но с пониманием того, что все-таки, когда тренер пишет план, он ориентируется на ваши возможности, а как раскроются ваши возможности спортивные, это все зависит от вас. Но через 2-3 года на те планы и на умение составлять планы в сфере здоровья и спорта вы будете смотреть уже как на хороший и эффективный инструмент планирования своего здоровья, потому что в здоровье самое важное не подводить свое тело к пределу физического истощения, а задача настроить организм на выносливость, на умение достигать результата, то есть получить эстетическое, физическое удовольствие от проживаемой жизни. Плавно переходим к сфере друзья и окружение. Почему наличие плана здесь лучше, чем отсутствие плана? Я в предыдущих видео уже говорил, что сфера друзья и окружения очень сильно будет влиять на вас, особенно если вы находитесь в состоянии 0,4. Если вы находитесь в состоянии 0,4, у вас нет своих собственных планов, маленьких, каких-то даже размытых, то вы будете волей или неволей погружены в реализацию планов своих друзей и знакомых. Сначала они будут использовать ваш опыт, поскольку вы более подготовленный специалист, в качестве помощи. Потом вы незаметно заметите, что очень много делаете необходимых усилий за других людей. Если вы в возрасте от 20 до 30 лет, это замечательная вещь, вы чувствуете свою востребованность, когда вы находитесь в возрасте от 30 до 40 лет, и ваши планы далеко от реализации, вам нужно уже выбрать приоритет. Сначала нужно реализовать свои планы, а потом уже учиться помогать другим людям. Если вы находитесь в состоянии 4-8, у вас есть план, вы можете людей искренне попросить принять участие в ваших планах, потому что друзья и знакомые будут участвовать в ваших планах только тогда, когда ваши жизненные принципы совпадают, когда они понимают, что они оказывают реально посильную помощь вам, в надежде на то, что вы, когда понадобится ваша помощь, смело точно так же откликнетесь. И здесь очень важно соблюдать баланс между обещанным и фактическим участием. Никогда не переживайте, не входите в состояние стресса, если друзья и знакомые отказались вдруг от участия в ваших совместных проектах. Если ваши друзья и знакомые находятся в состоянии 4-8, они, как правило, будут понимать, что
Если они обещали, то они выполняют свои обещания. Если ваши друзья и знакомые находятся в состоянии 0,4, ну, для людей в состоянии 0,4 отказ от выполнения планов – это нормальное явление, это недостаток знаний о своих возможностях, это неверие в результат, это сожаление о потраченном времени. Ну, такие вот принципы есть у состояния 0,4. То есть быстро загорелись, сказали «да», ну, на период, когда вы ваши друзья втягиваются в реализацию ваших планов, понимают, что это трудоемко, они от участия в этих планах отказываются. Поэтому больше дружите с теми людьми, которые находятся в состоянии 4-8, 8-10, они будут вас тянуть к вашему лучшему результату. Но чтобы вы понимали свой результат, просто составьте небольшие планы. Итак, самая сокровенная сфера отношения и друзья. Зачем нам нужно здесь наличие планов? Это нам нужно для того, чтобы вы понимали, что вы выбираете отношения по двум причинам. Потому что вам уже, с одной стороны, надоело жить в одиночестве, вы уже вдоволь наелись одиночества, и второе, вы понимаете, что с этим человеком уже можно связывать свою жизнь, часть своей жизни, и чтобы эта жизнь была совместная, насыщенная и долгая, вам нужно научиться озвучивать свои планы, уметь формулировать свои планы и пытаться понять планы своего любимого человека, любимого мужчины, любимого женщины. Это сложно. В нашем YouTube-канале есть плейлист «Колесо жизненного баланса для любимого человека», и там все подробно расписано, сколько времени нужно для того, чтобы изучить колесо жизненного баланса своего любимого человека, как его постепенно научиться пользоваться инструментариями колеса жизненного баланса для реализации его планов. И внимательно изучив возможности инструментария колеса жизненного баланса, вы с удовольствием найдете тот момент, когда умелое использование инструментария колеса жизненного баланса позволяет вам реализовать больше и больше ваших совместных планов. Итак, кратко подводим итоги, почему наличие плана лучше, чем его отсутствие. Два фактора. Вы приобретаете необходимый опыт, и для достижения необходимого опыта вам нужно хоть как-то формулировать свои цели. Если вы находитесь в состоянии 4-8, наличие 20 целей ведет к тому, что 18-19 целей вы, скорее всего, реализуете. Одна будет невыполнима ввиду того, что не сложились обстоятельства, вы не приложили усилия, ну или просто банально не хватило времени. Если вы изучаете внешние факторы, иногда получается, что ваш план в этом году не сработал, потому что не учли очень много неизвестных. Смело переносите свои планы на следующий год. В следующем году ваши планы обязательно сбудутся, потому что вы в следующий год заходите с большим количеством единомышленников, с четким пониманием своих возросших возможностей, а прокачав сферу личностного роста, вы понимаете, что иногда просто для реализации планов не хватает каких-то вот знаний, необходимых инсайтов, и вы на обучении эти инсайты находите. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тем, кто смотрит нас в автомобиле, дайте обратную связь, помогло ли вам это видео вашей прекрасной, насыщенной жизни. Смело планируйте свои планы, они обязательно сбудутся. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.